Тревожное расстройство. Это состояние заставляет организм постоянно вырабатывать гормоны стресса, даже когда реальной угрозы нет. В отличие от обычных переживаний о тестах или деньгах, оно заставляет тревожиться обо всем непрерывно, даже о том, что еще не произошло. Лежа без сна, человек прокручивает в голове катастрофы и заново переживает прошлые разговоры, убежденный, что сказал что-то не то. Мысли скачут от одного страха к другому, создавая наихудшие сценарии развития событий буквально из ничего. Физически тело постоянно напряжено, появляется мышечный зажим в плечах, страдает желудок, а сердце колотится без видимой причины. Наступает полное истощение, ведь нервная система ошибочно полагает, что защищает вас. Даже простые решения становятся непосильными, так как каждый выбор кажется способным привести к провалу. Отправить ли сообщение, а вдруг его неверно поймут? Это расстройство лишает способности расслабиться, потому что мозг утратил умение отличать реальную опасность от вымышленных проблем. Люди часто советуют просто успокоиться, но это все равно, что просить человека со сломанной ногой побежать. Со временем это постоянное напряжение изматывает, и человек начинает избегать любых ситуаций, вызывающих дискомфорт, что лишь сужает его мир. СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это состояние, при котором мозг испытывает объективные трудности с регуляцией внимания, импульсов и энергии. Префронтальная кора, отвечающая за планирование и самоконтроль, работает иначе, из-за чего сознанию трудно подчинить себе собственные действия. Распространено заблуждение, что при СДВГ нельзя ни на чем сконцентрироваться. Но это не так. Человек может часами гиперфокусироваться на том, что ему искренне интересно. Основная проблема в том, что нельзя произвольно выбрать объект внимания. Рутинные задачи физически тяжело начинать, а мысли блуждают даже в процессе важных разговоров. Часто из памяти вылетают встречи, теряются ключи, а дела остаются незавершенными. Это происходит не из-за лени, а потому что особенности биохимии мозга не дают должного чувства удовлетворения от финала работы. Как проявляется СДВГ в повседневной жизни? Импульсивность. Заставляет перебивать собеседников, совершать необдуманные покупки или говорить то, о чем вы моментально жалеете. Физическое беспокойство. Вы можете постоянно ёрзать, постукивать ногой или ощущать внутреннее напряжение, не находя себе места. Проблемы со временем. Оно словно ускользает. Вы недооцениваете длительность задач, а затем паникуете при приближении дедлайнов. В школе или на работе таких людей могут называть небрежными, но внутри они стараются больше, чем кто-либо догадывается. Изнуряет сам разрыв между намерением и действием, который невозможно преодолеть одной лишь силой воли. Обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР, загоняет разум в бесконечный цикл навязчивых мыслей и отчаянных защитных ритуалов. Мозг зацикливается на страхе или пугающем сценарии «что если», не желая его отпускать. Это и есть обсессии. Нежеланные мысли вторгаются в сознание, даже когда вы пытаетесь их отогнать. Будь то навязчивый страх загрязнения, уверенность в незакрытой двери или необъяснимые тревожные образы, мысли ощущаются настолько реальными, что мозг требует немедленных действий для их нейтрализации. Тут и появляются компульсии. Человек может перемывать руки десятки раз, пока кожа не начнет сильно болеть. Проверять замки по 15 раз. Считать, стучать или расставлять предметы в идеальном порядке. Эти ритуалы кажутся единственным способом предотвратить беду, но облегчение длится лишь секунды, прежде чем тревога возвращается. Люди часто шутят про ОКР, когда им просто нравится порядок. Но настоящее расстройство — это тяжелое испытание. Вы прекрасно понимаете иррациональность своих действий, но страх настолько всепоглощающий, что остановиться невозможно. Часы жизни бесследно исчезают в этих повторениях. Разум истощается, и расстройство с каждым днем лишь крепче сжимает свою хватку, превращая человека в пленника собственных мыслей. Посттравматическое стрессовое расстройство
ПТСР. ПТСР возникает, когда мозг застревает в режиме выживания после переживания тяжелых, кризисных или опасных для жизни ситуаций. В норме нервная система успокаивается после того, как угроза миновала. Но при ПТСР она дает сбой, заставляя заново проживать травму. Вспышки, флешбеки — это не просто воспоминания, а яркие физические переживания. Случайный запах, звук или образ мгновенно переносят вас назад. Сердце колотится, дыхание учащается, и тело верит, что вы снова в опасности. Кошмары вторгаются в сон, а постоянная настороженность не дает расслабиться даже в абсолютно безопасных местах. Громкие звуки заставляют вздрагивать, толпа кажется удушающей, и человек начинает избегать всего, что напоминает о прошлом, исключая из жизни целые сферы. Эмоции становятся непредсказуемыми. Гнев вспыхивает по мелочам. На смену ему приходят оцепенение и отстраненность от близких. Концентрация исчезает, поскольку мозг слишком занят поиском скрытых угроз. ПТСР заставляет чувствовать себя сломленным, будто внутренняя система тревоги просто разучилась выключаться. Биполярное расстройство. При этом состоянии мозг мечется между экстремальными эмоциональными состояниями, которые невозможно контролировать волевым усилием. Существуют два полюса — мания и депрессия, сменяющие друг друга циклами, которые длятся дни, недели или месяцы. Период подъема — мания. Мозг переполняется энергией. После всего пары часов сна человек просыпается абсолютно бодрым, полным грандиозных идей. Речь становится быстрой, мысли скачут, и кажется, что возможно достичь абсолютно всего. Рискованные решения в этот момент кажутся гениальными. Можно бездумно потратить крупные суммы или начать сразу несколько масштабных проектов. Мир сияет ярче. Но это состояние слишком интенсивно. Мысли мчатся быстрее, чем успеваешь их осознать, а раздражение нарастает, если окружающие не поспевают за этим темпом. Иногда эта энергия переходит в сильную тревогу или искаженное восприятие реальности. Период спада. Депрессия. Затем наступает неизбежное обрушение. Подъем сменяется резким депрессивным спадом, полностью лишающим сил. Человек едва может подняться с постели, а все, что казалось достижимым, теряет всякий смысл. Контраст делает это состояние еще тяжелее, ведь вы помните, каково это — быть на пике возможностей. Биполярное расстройство изматывает своей непредсказуемостью. Отношения страдают из-за постоянных перепадов, планы рушатся, а последствия решений, принятых на пике энергии, приходится исправлять очень долго. Изменения в химии мозга без вашего ведома бросают вас между крайностями, и главная задача — просто удержаться. Паническое расстройство. При паническом расстройстве тело бьет ложную тревогу, запуская реакцию выживания в моменты, когда нет никакой видимой угрозы. Сердце начинает колотиться так сильно, что кажется, будто оно не выдержит. Грудь сдавливает, лишая возможности сделать глубокий вдох. Появляется сильный пот, немеют руки, а головокружение заставляет комнату плыть. Каждое телесное ощущение лишь усиливает панику, создавая замкнутый круг. Страх усугубляет симптомы, а симптомы питают страх. Приступ достигает пика за 10 минут, а затем постепенно отступает, оставляя после себя полное истощение. Однако истинная ловушка кроется в новом страхе — боязни повторения этого состояния. Человек начинает избегать мест, где ранее случались приступы, постоянно тревожась о следующем. Мир сужается по мере того, как исключаются ситуации, из которых сложно быстро выбраться, что порой доводит до нежелания выходить из дома. Расстройство убеждает, что собственное тело ненадежно, и страх направляется уже не на внешний мир, а на неконтролируемые реакции собственной нервной системы. Социальное тревожное расстройство. Оно превращает обыденные взаимодействия в тяжелые испытания, где человек заранее уверен в своем провале. Вход в комнату, полную людей, ощущается как выход на сцену, где каждый пристально наблюдает и ждет вашей ошибки. Еще до начала разговора мозг рисует худшие сценарии. Что, если вы скажете глупость, покажетесь скучным или ваш голос задрожит? Интенсивность страха вызывает сильные физические реакции.
дрожь, бледность или румянец, неуверенность в голосе. Чрезмерная сосредоточенность на себе мешает ясно мыслить, из-за чего слова путаются, а мысли теряются. После общения мозг часами прокручивает каждый момент, преувеличивая незначительные оплошности до масштабов катастрофы. Это не обычная стеснительность или интроверсия. Социальная тревожность полностью подчиняет себе человека, заставляя его выбирать изоляцию. Начинается активное избегание контактов, встреч, выступлений, звонков и обычных разговоров. Из-за этого многие возможности уходят. Дело не в нежелании общаться, а в парализующем страхе быть неправильно оцененным другими. Дисбаланс восприятия и пищевого поведения. Этот спектр состояний глубоко искажает отношения с собственным телом и едой, превращая их в инструмент жесткого психологического контроля. В одних проявлениях это выражается в экстремальных, опасных ограничениях в рационе, вызванных паническим страхом изменения фигуры и искаженным восприятием себя в зеркале, когда реальное положение дел полностью игнорируется. В других случаях расстройство проявляется тяжелыми циклами, периодами потери контроля над потреблением пищи, за которыми следуют изнурительные попытки это компенсировать через чрезмерные нагрузки или иные строгие меры. Чувство вины после этого становится невыносимым, но этот замкнутый круг повторяется снова и снова, ведь расстройство обещает внутреннее облегчение, которое на самом деле никогда не наступает. Важно понимать, эти проблемы связаны не с самой едой, а со стремлением к абсолютному контролю, перфекционизмом и попыткой справиться с хаосом в жизни. Расстройство маскируется под голос разума и железную силу воли, утверждая, что любые уступки — это слабость. Близкие могут искренне просить человека изменить свои привычки, но внутренний голос убеждает его, что отказ от этих жестких правил равносилен потере себя. Пограничное расстройство личности, ПРЛ. Пограничное расстройство личности превращает эмоции в неуправляемый шторм. Мозг с трудом регулирует чувства, поэтому обычные эмоциональные колебания оборачиваются разрушительными волнами. Малейшая мелочь, отмененная встреча или долгий ответ на сообщение может мгновенно бросить человека в бездну отчаяния или сильного гнева. Мир воспринимается исключительно в крайностях, без полутонов. Отношения часто становятся нестабильными из-за сильного страха остаться в одиночестве. Человек то отчаянно цепляется за партнера, то резко отталкивает его. В один миг близкий кажется идеальным, в следующий — худшим человеком на свете, и эти противоречия невозможно примирить. Такое черно-белое мышление проецируется и на самого себя. Самооценка колеблется от чувства собственного величия до полного ничтожества. Внутренняя идентичность нестабильна, из-за чего человек часто подстраивается под окружение, теряя понимание того, кто он есть на самом деле. Импульсивность толкает на необдуманные поступки, резкие траты, внезапные увольнения или рискованное поведение. Все это лишь попытки сбросить невыносимое внутреннее напряжение или заглушить душевную пустоту. Окружающие могут называть такое поведение демонстративным, но внутри человек испытывает настоящую боль, воспринимая обычные жизненные ситуации как затяжной кризис. Шизофрения — это состояние, которое коренным образом меняет восприятие реальности из-за особенностей работы нейромедиаторов. Мозг генерирует ложные переживания и не может правильно упорядочить поступающую информацию. Эти проявления делятся на две основные группы. Первая группа симптомов привносит в восприятие то, чего нет в реальности. Сюда относятся слуховые или зрительные галлюцинации, когда внутренний голос или образы воспринимаются как внешние, абсолютно реальные факторы. Также могут формироваться ложные убеждения, например, идеи преследования или скрытого влияния, которые невозможно скорректировать логикой. Для человека это не фантазия, а объективная действительность, созданная его мозгом. Вторая группа симптомов, напротив, забирает важные функции. Притупляются эмоции, теряется способность получать радость, исчезает внутренняя мотивация. Из-за этого даже простые бытовые действия требуют колоссальных усилий. Речь может становиться менее связной, так как мозгу трудно удерживать логическую нить. Вопреки распространенным мифам из массовой культуры, люди с этим диагнозом чаще сами оказываются беззащитными перед внешним миром. Их главный враг — внутренний хаос,
и невозможность доверять собственным органам чувств, что усугубляется общественным непониманием. Диссоциативное расстройство идентичности. Это состояние, при котором структура личности разделяется на отдельные части, выполняющие роль сложной психологической защиты. Оно формируется как ответ на тяжелые, непереносимые переживания в раннем детстве, когда психика ребенка не способна справиться с масштабом происходящего. Пытаясь спастись, разум создает изолированные отсеки, распределяя между ними травмирующий опыт. Так возникают отдельные внутренние состояния — альтеры. Они хранят свои воспоминания, эмоции и выполняют определенные роли. Это не вымышленные роли, а фрагментированные части одной психики, которые могут иметь разный воспринимаемый возраст, характер и взгляды на жизнь. Переключение между ними происходит неосознанно, вызывая провалы в памяти. Человек может обнаружить себя в незнакомом месте, не помня пути туда, или узнать от знакомых о поступках и разговорах, которых он искренне не помнит. Может меняться почерк, вкусы и даже базовые навыки. Одни части берут на себя защиту, другие хранят детскую уязвимость, третьи изолируют тяжелые воспоминания, чтобы человек мог продолжать повседневную жизнь. Реальность этого состояния далека от киношных штампов. Это глубокий внутренний хаос, требующий долгих лет бережной терапии для восстановления целостности. Понимание этих сложных состояний позволяет нам видеть за любыми проявлениями психики прежде всего человека, нуждающегося в сочувствии, поддержке и правильном отношении. И если этот выпуск помог вам взглянуть на ментальное здоровье с другой стороны, подпишитесь на канал, чтобы продолжить наше путешествие в мир человеческой психологии.